И всем привет, дорогие друзья! С вами снова Настя, и вы вновь на канале Хрулик Геймс, и мы с вами продолжаем после такого длительного перерыва проходить My Child Lebensborn. Так, нам говорит Карин привет. Я пошла в школу. Да, кстати, на чем мы закончили? Мы закончили на том, что Карин просит ее не трогать, она не хочет есть, она, короче, вообще ничего не хочет, и все это связано с ее учителем новым. Вот. Так что как-то так. Так, что ответить Карин? Что? Нету, что ты останешься дома, не думаю, что тебе следует возвращаться, а не хочешь остаться дома, можем поиграть. Давай попробуем сказать, не думаю, что тебе следует туда возвращаться. О чем ты? Я не могу пропустить школу. Они на меня разозлятся. А как же школа? Блин, и мой учитель. Давайте найдем новую школу. Забудь об этом, мы придумаем, как отсюда уехать. Пусть лучше волнуются о том, что я с ними здесь. Забудь, мы придумаем, как отсюда уехать. Останешься дома, пока я что-нибудь не придумаю. Никто не посмеет и пальцем тебя тронуть. Точно? Да, теперь все будет хорошо. Хорошо. Значит, я больше не увижу господина Сальхейма. Точно, тебе больше не придется с ним видеться. Хорошо. Я останусь, если нужно. Вот и молодец. Все, оставайся дома. Все. Будь в безопасности, как говорится. Давай мы тебя переоденем. А то что-то давно не переодевали. Ты только не грусти. Так, покушать есть что? Да, у нас еды нет. Так, блин. Ну ладно. Разве ты не хочешь проверить... почта! Ёптись-моптись. Газетка. Все? Письмецо! Отлично. Не, ну я так, смотри, опять почту принесли. Да. Но я так понимаю, мы уже приближаемся прямо уже к концу, что, да, вот мы сейчас, я надеюсь, что мы переедем куда-то в другое место, и там Карин будет хорошо. Так, письмецо. А кому мы писали? Я уж не помню. Отцу, по-моему, ее, да? Хайнц Фляйшер. Да, точно. Так, ну-ка давай обрадуй меня, Хайнц Фляйшер. Мне очень жаль. Вот это вот уже не очень хорошо начинается. Что у Карин возникли проблемы. Я могу отправить вам деньги, которые оставили ей мои родители. За это вы должны пообещать мне, что никогда не приедете сюда, не будете требовать алименты. Моя новая семья не знает о ребенке, и моя жена никогда не должна о ней услышать. Понятно. Отец Карин готов помочь. Вы можете переехать. Ну то есть он нам даст деньги, а мы сможем переехать и начать, собственно, новую жизнь. Ну ладно, хотя бы это хорошо. Так, новости. Президент Труман заявил, что США почти завершили постройку своего первого атомного судна. Означает ли это начало новой эпохи Соединенных Штатов? Увидим ли мы в США самолеты, электростанции и корабли, работающие на атомной энергии? Время покажет. Так, вы получили новые материалы для создания. А я что, сегодня на работу не иду? У меня выходной типа. Что стряслось? Что стряслось? У меня хорошие новости. Что-то случилось в школе? Да забудь ты нахрен про эту школу. Не нужна она нам. Ты бы хотел отсюда уехать навсегда? Начинай собирать вещи, мы переезжаем. Мы можем уехать в другое место. Это ведь так здорово. Ну, блин, я не знаю, мне все варианты нравятся. Я хочу все сказать. Давай третье. Правда? Да, ты прикинь. Но как? В смысле, как? Мы отправимся на поезде в замечательное место, начнем новую жизнь. У нас появилась возможность уехать отсюда в место получше. Твой отец прислал нам денег на Давай первое. Ясно. А ты что, не рада, что ли? Значит, у нас будет новый дом? А почему ты не рада? Далеко от школы. А как же Лив? Сможете писать друг другу письма, я научу тебе это весело. Не надо с ней общаться, лучше просто уехать. Так будет лучше для нее, ведь она хочет, чтобы ее здесь приняли. Письмами, если что, будете перекидываться. Письма. Хорошо, я буду писать ей каждый день. Я буду скучать по Лив. Так мы и правда уезжаем? Да. Начинаем собираться, нам нужно много успеть сделать. Хорошо. Я пошла собираться, не хочу оставлять здесь свой мячик. Мы берем с тебя с собой мячик. Ну, не бойся, мы едем туда, где будет безопасно. В моей комнате тоже есть много вещей. Надо предупредить всех моих игрушек, чтобы они не волновались. Не бойся, лисенок, мы берем тебя с собой. Это лисенок, которого я ей подарила тогда. Мы едем туда, где будет безопасно. Да, давай, собирайся. Ого, у нас так много вещей, да? Ну, мы собрались. А кушать будем? Мы ведь не взяли с собой еду. Кушать? Ну, давай покушаем. Вот, последний ужин в этом доме.
Мы переезжаем на новое место. Знаю, я должна радоваться. Прости, все из-за меня. Ой, начинается. Не говори так, ты все, ради чего я живу. В этом виноваты живущие здесь, а не ты. Ты не виновата, всем вокруг. А вокруг всегда будут встречаться нехорошие люди. Ты не виновата, вокруг всегда будут встречаться нехорошие люди. Но это типа факт, да, то, что такие люди всегда встречаются на нашем пути. Это, конечно, ужасно, но что поделать. Наверное, так будет лучше. Да, так будет лучше в разы. На, поешь? Объедение, спасибо. А мы, подожди, мы завтра, типа, уже поздно. Да, мы завтра, походу. Блин, я хотела из газеток что-то сделать. Ладно, мы правда завтра уезжаем? Да, я увезу тебя подальше от этих ужасных людей. Да, туда, где к нам будут лучше относиться. Да, мы уедем туда, где будет безопасно, никто не причинит нам вреда. Давай. Ну, по поводу не причинит нам вреда и будет безопасно, тут я не могу это утверждать, потому что где вообще безопасно в нашем мире? Мне кажется, нигде. Давай скажем ей, я увезу тебя подальше от этих ужасных людей. Мы переезжаем к моему папе? Ну, нет. Нет, мы едем в другое место. Пока что нет, прости, Карин. Нет, твой папа нас не приглашал. Нет, мы едем в другое место. О, тогда... А куда мы едем? Я хрен знает. Неважно куда, лишь бы подальше отсюда. Благодаря твоему отцу мы сможем уехать отсюда. Но я пока не знаю, куда именно. Туда, где тебе очень понравится, обещаю. Вот это отвечу. Прошу, не оставляй меня одну. Я никогда тебя не оставлю. Не переживай, мы всегда будем вместе. Ни за что, Карин. Я никогда тебя не оставлю. Ты чего? Хорошо. Давай. Знаешь, завтра приезжает король. Я хотела его увидеть. А это тебе еще зачем? Я хотела увидеть его с тех пор, как сообщили о его приезде. О, можем посмотреть на него, спрятавшись в лесу. Чтобы нас никто не заметил. Что думаешь? Мы на поезд опоздаем. Нет, это не обсуждается. Отправляемся завтра и точка. Нам с тобой там будет небезопасно. Мы уезжаем утром. Ну, блин. Ну, увидеть короля, ну зачем? Нет, я бы, наверное, сказала, типа, нахрен, уезжаем, все. Нам с тобой будет небезопасно, мы уезжаем утром. Прости, Карин. Ну, ты реально меня прости, ну так надо. До завтра. Давай, давай. В дневник добавлю новую запись. Мы едем в лучшую жизнь. Я ничего не знаю. Все, мы едем в лучшую жизнь. Вам нужно написать заявление об увольнении. Ну сейчас напишу. Сейчас напишу. Написать письмо. Старая фабричная дорога. Та-та-та-та-та. Так, хочу официально заявить о своем увольнении. Спасибо, что дали мне возможность у вас поработать. Ваша фабрика была одним из немногих мест, где ко мне относились с участием и добротой. Мы уезжаем из города в поисках более доброжелательного места, где сможем вырасти Карин. Всего вам хорошего. Так, хорошо. Так, дневник. Давайте почитаем. Так, 17 июня твой отец ответил. Ты уже знаешь, что твой отец передал нам кое-какое наследство от их бабушки и дедушки. Прости, но не все так просто. Он попросил, чтобы ты никогда не приезжал к нему или твоим братьям в Германии. Его жена о тебе не знает, и он хочет, чтобы все оставалось как есть. А еще мне пришлось пообещать, что что ни я, ни твоя мать не будем претендовать на пособие для ребенка. Только в этом случае он пришлет деньги. Мне жаль, что ты не увидишься со своими братьями, но нам срочно нужно уезжать отсюда. Надеюсь, ты простишь меня и сможешь понять мои решения. Нет, я считаю, это правильное решение уехать отсюда, да, то есть в другое место, потому что, ходить в такую школу, где издеваются над ребенком, зачем оно надо? Но я так понимаю, это уже конец игры. Не, ну если все закончится хорошо, это прекрасно. Карин? Пошла короля смотреть, да? Ну ты... Пошла смотреть короля. Вот она. Прости, что я убежал. Хотел увидеть короля. Посмотри, отсюда с опушки все видно. Здесь безопасно. Самое место для таких троллей, как я. Перестань, это они тролли, ты не называйся так. Ты самый лучший, самый добрый человек. Все мы тролли, просто никто не хочет это признавать. Ну, давай, перестань, это они тролли, не ты. Но как же так? В смысле, как же так? Мне уже почти 8. И чего? А я, как маленькая, думала, что в школе будет интересно. До того, как пойти в школу, я хотела больше общаться с людьми. Завести много друзей, чтобы с ними играть, но почти все дети взрослые и плохие. Да, я тебе хотелось, чтобы я доверяла людям, но теперь у меня вряд ли получится. Даже господин Берх ушел. Наверное, я все же не буду писать Лив, ей нельзя доверять. Я верю тебе, я всегда могу тебе доверять. Тебе удалось узнать о моих родителях и выполнить обещание, но мне почему-то кажется, что ты что-то от меня скрываешь. А что я от нее скрыла? Скоро уезжаем. То, что к отцу приезжать не надо. Не хочу сюда возвращаться. Никогда. Мы ведь едем туда, где будет лучше.
Не думаю, что в этой стране у нас получится стать своими. Мы никогда не сдадимся, людям придется нас принять. Просто нам очень не везло. Так. Ну, давай скажем, просто нам не очень везло, мы найдем место получше. Наверное. Улыбнись миру, и он улыбнется в ответ. Мы справимся. Мне все еще страшно. Я понимаю, новая школа, все такое. Я почти никогда не было дома, одной было страшно. В смысле меня почти не было дома? Она что, издевается? Вот вспомните, сколько я играла, я редко брала дни, когда я прям работала допоздна. Не, ну бывали, конечно, дни, но не так часто. Надеюсь, мы придем туда, где нам будет хватать еды. Возможно, мне придется больше работать, но я смогу нас обеспечить. Может, денег у нас и немного, но я всегда буду рядом. Скоро ты вырастешь и сможешь заработать, тогда жизнь станет легче. Ну, чё... Блин, ей пока 8. Какой разговор сейчас о работе ей? Не-не-не-не. Давай, типа, может, денег у нас и немного, но я всегда буду рядом. Ладно. Да я думаю, все нормально будет. Ой, он приехал, я их слышу, идем посмотрим. Я вижу короля, вон он. Эх, вот бы можно было бы подойти ближе. Они на нас разозлятся, особенно на меня, все его любят. Теперь я хочу уйти. Ну, пойдем, Карин. Да зачем тебе этот король? Ну, король да король, ну подумаешь. Вы с Карин перебрались в другую губернию Норвегии в надежде на лучшую жизнь. Так, пожалуйста, пусть все будет хорошо. Что произошло дальше, мы не знаем. Как так? Возможно, вам повезло, и детство Карин было счастливым. Если нет, история повторится. Судьбы многих таких детей сложились ужасно. Большинство утратило любую веру в людей, в Бога и в норвежское правительство. Грустно. Туве Лайла, год рождения 1941. Мать меня била, отчим издевался надо мной, однажды попытался задушить. Тогда я убежала к хорошим соседям, они видели, что жилось мне не сладко, решили меня защитить. Это типа история вот этих людей разных. Торлейф, год рождения 1942. У меня была мама, правда, когда она выходила замуж второй раз, ей пришлось на время отдать меня в приют, но закончилось все хорошо. Герда, тоже это все 42-го года. Мое детство было очень трудным, я рано поняла, что нужно бежать из Норвегии от преследовавшего меня там осуждения. Так, Йорун, это уже 43-й. Все выжившие счастливчики, большинству повезло намного меньше. У меня была двоюродная бабка, чудесная женщина, такую бы каждому ребенку. Спасибо, что подарили этому ребенку веру. Больше информации о событиях в игре можно найти, по сайту. Часть доходов от игры мы жертвуем проекту Child Born of War. Т-т-т-т-т. Вы пережили нечто похожее на события в игре и хотите обсудить свой опыт? Да не, спасибо. Вот, конец игры. Слушайте, он прям получился на минут 13 где-то, да? Ну, слушайте, мне игра понравилась, она была прикольной. Конечно, некоторые дни были прям, супер однотипными, это уже немножко начинало наскучивать. Да, моментами было скучно, когда вот эти однотипные дни были, но сам сюжет очень, не знаю, как сказать, интересный. Игра, конечно, жестокая, вот. Да, то, что издевательство над ребенком, то, что его не принимают просто из-за того, что он, не такой, как они, да, другой, так скажем, расы, национальности. Вот. Это на самом деле грустно, что такое происходило и до сих пор происходит. Даже, то, что если человек, там, допустим, из другой страны, да, есть всегда расисты, которые начнут их осуждать. Это очень грустно. Вот. Хотелось бы, чтобы люди были добрее друг к другу, относились с уважением. И да, не знаю, дождусь ли я когда-то такое в жизни. Наверное, нет. Вот. В любом случае, эта игра учит тому, что нужно действительно относиться друг к другу лучше, а не быть вот такими какашками, как были вот эти дети из школы и учитель. И учителя, там 2 было учителя. Да и вообще люди, да. Не будьте злыми, будьте добрее в этом мире. Так что, как-то так. Вот такая была игра. Вот. Но я очень рада, что по итогу наши герои главные уехали оттуда, да, из этого городка. Вот. Прям как я и хотела. Меня это, конечно, очень обрадовало, но то, что неизвестна дальнейшая судьба Карин, это, конечно, печально. В общем, да, вот такая была игрушка. Спасибо, что посмотрели. Пишите в комментариях, как вам эта игра, понравилась, не понравилась, чем не понравилась. И, в общем, в целом пишите там.
что-нибудь в комментариях, обсуждения какие-нибудь и так далее. Но на этом давайте закончим видео. Спасибо, что посмотрели. Обязательно ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на канал. Также в описании будет множество моих социальных сетей. Это запрещенная соцсеть, ТикТок и мой телеграм-канал, где всегда очень интересно, и также Twitch. Тоже подписывайтесь. Будем вместе сидеть на прямых трансляциях. Ну а с вами, как обычно, была Настя. Вы были на канале Хрулик Геймс. Всем пока-пока.